Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Сегодня ночью Sony провела очередное шоу State of Play. На удивление, интересности были. Например, была официально анонсирована ПК-версия прошлогодней God of War Ragnarok. Из особенностей выделяют неограниченный фреймрейт, поддержка современных апскейлеров, ультрашироких мониторов и DLC Valhalla, которая будет идти в комплекте. Однако, как и в случае с Цусимой, из-за жесткой привязки игры к PSN, Ragnarok в ряде регионов будет недоступен. И это несмотря на отсутствие в проекте сетевых режимов. Ну, Sony приколисты. Лысый бородатый пропишется на ПК 19 сентября. Показали синематик и геймплейный трейлер PvP-шутера Concord. На вид так очередной убийца Overwatch, но учитывая в каком положении сейчас игра Blizzard, у Конкорда шансы занять место павшего Титана имеются. Релиз 23 августа на ПК и PS5. Показали и еще один новый овер в виде Marvel Rivals. То же самое, но с персонажами из Marvel. Позабавило, как местный Веном косплеит Splatoon. ЗБТ стартует в июле и опять же потребуется привязка к PSN. Анонсирована новая часть бесконечной серии Dynasty Warriors. Продолжение девятки вместо числа получило подзаголовок Origins. Выход намечен на 2025. Также на следующий год запланировано и Ballad of Antara, ролевой фэнтези-экшен с битвами с огромными боссами. Дом летающих кинжалов с магией, чертями и боевым зонтиком можно было увидеть в трейлере экшена Where Winds Meet, пока что без даты выхода. Также Sony выкатила трейлер новой Monster Hunter с подзаголовком Wilds, что должна выйти в следующем году, свежего Астробота, причем без циферки 2 или какого-либо подзаголовка, релиз 6 сентября, и шлифанули роликами двух игр для PSVR 2, Skydance Behemoth, которая как Skyrim, и Alien Rogue Incursion, о которой по трейлеру почти и сказать нечего, кроме как о лютых просадках феписов. Обе игры выйдут уже в этом году. Были и другие проекты, с которыми вы можете ознакомиться в новости по ссылке в описании. Еще на State of Play был новый трейлер ремейка Silent Hill 2. В нем нам впервые показали осовремененную Анжелу и, лучше б не показывали. Сомнений по поводу качества грядущей игры от Bloober Team стало бы больше, если бы не презентация Silent Hill Transmission, стартовавшая через полчаса после шоу от Sony. Konami выкатила целых 13 минут геймплея ремейка, большую часть которых Джеймс бродит по больнице. Все антуражненько, атмосферненько, видно внимание разработчиков к деталям, помещения узнаются, а стычки с потусторонними тварями не выглядят инородно. Разве что только самая первая встреча героя с монстром была изменена и поставлена не без огрехов. В общем, смотрите ролик по ссылке. Выход ремейка Silent Hill 2 состоится 8 октября на ПК и PlayStation 5. К сожалению, о других играх по франшизе Konami распространяться не стала, зато порадовало видео о съемках возвращения в Silent Hill Кристофа Гана. Режиссер считает первые 4 игры серии шедеврами и искренне любит вторую часть, кою и экранизирует. На съемочной площадке вообще много фанатов СХ, в частности, среди ответственных за декорации, грим и костюмы, что хорошо. Все монстры в фильме сыграны реальными людьми. А к музыке приложился сам Акира Ямаока. Такие дела. Когда фильм выйдет, не сказали. В раннем доступе Steam состоялся выход Trans-Siberian Railway Simulator, игры про машиниста поезда на Транссибирской магистрали, который то и дело ввязывается в приключения. Доступна сюжетная кампания с миссиями от мафии, режим выживания без миссий от мафии и режим симулятора без элементов выживания. Маршрут от Новосибирска до Литвинова воссоздан 1 к 1. Кроме того, в игре реалистичная симуляция локомотива, включая элементы управления в кабине машиниста. Нам необходимо следить за сигналами, ремонтировать состав, периодически постреливать из калаша и прогуливаться среди родных панелек и деревянных домиков. Также вас ждут охота на дичь, водка, медведи и стриптизерши. Создатель игры завез пока не весь задуманный контент, но в будущем это изменится. А полноценный релиз может состояться как через несколько месяцев, так и через год или даже больше.
Студия Plain Toast представила Caravan Sandwich, добрую игру про исследование мира. Путешествуя по неизведанным землям, мы станем свидетелем разрушительной деятельности человека, встретимся с коренными обитателями, брошенными роботами и с самой таинственной Сэндвич, что легла в название игры. Экшена по минимуму. Сражений нет, никто никого не убивает и никаких таймеров. Можно улучшать свое авто, чтобы открывать доступ к новым проходам и руинам и выполнять задания от встреченных NPC. Выйдет Caravan Sandwich в 2024 на ПК, PlayStation 5 и Nintendo Switch без русского языка. Вернемся к проектам польской студии Bloober Team. Помимо ремейка второго Тихого холма, разработчики готовят еще несколько игр. Что-то по лицензии компании Skybound, вероятно, ходячие мертвецы, нечто для виртуальной реальности, что-то там для Nintendo, а еще хоррор по новой франшизе, который по договоренности должно было издавать одно из подразделений Take-Two, но что-то пошло не так, и компания расторгла контракт. Вероятно, глянула трейлер SH на State of Play. Так что теперь Bloober ищут для своего ужастика нового издателя. Как вы думаете, какая из консолей PlayStation самая прибыльная? Как говорит сама Sony, это PlayStation 5. Операционные доходы превысили результаты PS4 на целый $1 миллиард. Однако, по мнению аналитика Дэниела Ахмада, инвесторы увидели снижающуюся ежегодную прибыль и маржу, и это проблема. Ахмад подчеркнул, что переход от 8-го поколения к 9-му стал уникальным явлением из-за возросшей популярности игр-сервисов. Именно поэтому траты на микротранзакции и подписку PS Plus так сильно скакнули вверх. Новый босс Sony Херман Хюльст заявил, что компания будет и дальше развивать свои популярные франшизы, вкладываться в игры-сервисы и стараться привлекать новых игроков через периферийные девайсы. Свежие игры продолжат выпускать на ПК, в том числе крупные сюжетные тайтлы, но с разницей в несколько месяцев между релизами на ПК и консолями. Мол, так бояре побегут покупать PS5, чтобы скорее ворваться в свежий тайтл. Ну, посмотрим, сработает ли их тактика. Двойная косарямба и титул лучшего блога на этой неделе отхватывает товарищ Зерон. В своей работе он поведал, как создавалась забытая дилогия Outbreak по франшизе Resident Evil и даже выкатил гайд по установке. Вторая же награда достается Гузаку, который проанализировал недавно вышедшую индику и попытался разобраться, о чем эта игра на самом деле. Победителей поздравляю, чекайте личку на сайте. Напоследок еще несколько новостей в темпе вальса. Авторы Test Drive Unlimited Solar Crown заявили, что игра выйдет 12 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. По автобиографии одного из отцов Doom Джона Ромеро собираются снять 2 фильма. Документалку от автора Mr. Dress Up The Magic of Make Believe Роба Маккалума и художественное кинцо, о котором неизвестно вообще ничего. Netflix анонсировала анимационный сериал по мотивам Minecraft. Это будет самостоятельная история с новыми персонажами. Обещают показать мир игры в новом свете. А за производство ответственной назначена студия, работавшая над шоу Sonic Prime и Ninjago. И это все на сегодня. Больше новостей дожидаются вас на сайте stopgame.ru, а вместе с ними и обзор Venture to the Wild от нашей Екатерины Краснопольской. Приятного ознакомления и хороших выходных!